Всем привет! Сегодня я предлагаю к просмотру видео о том, как я ездил летом 2018 года в Кёльн к матководу, который занимается выводом маток Карники, к Михаилу. Добро пожаловать! В общем, тут ничего нету, только листья. Ну дальше же что-то будет, так? Ну было уже, ближе, как говорится. Весной это было, вон акация. Вот ежевика уже отцвела, сейчас-то ничего нету практически. Поэтому... То есть тут не только матководный тачок, а тут еще можно и медом поживиться, да, скажем так? Ну, в принципе, да, если с погодой повезет и все нормально, то можно и поживиться. Ну, у нас своеобразная пасека, не так, как в Германии везде. Киллеры да мини-плюсы, у нас матководные нуклеусы четырехместные. Вот это вот. А? Система. Миша, сколько ты уже живешь в Германии? Живем 15 лет в Германии. Здесь что за семьи, так расскажи. Это у меня просто тут доходят моточники, как говорится. Тут остаток моточников у нас, мы их сейчас будем забирать и расставлять по... Еще пару штук осталось буквально. Ну вот, скажем, маленькие маткоместа, вот эти Вайзенцелен по-немецки или моточники, вот откуда матки выходят, да? Вы через маточек это, да? Да, тут видишь, вот маточка. Угу. Бери-ка рамочку. Ну, ей места нету, она, кстати, она еще даже не плодная. Она только вышла. Это вот молодая матка вышла, неплодная. Да. Таким макаром. Будет хорошая погода, через дней 5 вылетит, оплодотворится. Что хорошо в этом? Вот тонкая перегородочка, ты открываешь крышку и ты обслуживаешь 4 маткоместа, да? Вот отверстия, они с середины идут, берут корм. Если что-то не облетелось или к осени объединить хочешь, приподнимаешь заслоночку и объединяешь их. Очень просто. Все, вот таким макаром. Тоже неплодная маточка посередине вот бегает. Тут мы только заселили. Да, я вижу. Все неплодная пока что. Допустим, стало мало пчелы у тебя как бы Подселяем. в маткоместе. Просто берешь фанерочку сюда, ставишь, насыпаешь пчелу, и она туда идет. Пчелу немножко выдержал. То есть не засыпаешь уже ты ее через верх, там, нет, да? никаких верхов. Вот фанерки где-то еще стояли или уже не стоят. Элементарно берешь, объединяешь. Ну, Конечно, пчела через литок припрашивается, ее берут без проблем. Ну, эта система лучше. Это лучше, это быстренько. Ты я понимаешь? тоже, как бы, Все идет, когда ты идешь на массу, все идет во время. Все считается, сколько времени ты тратишь. то есть ты о том, что тебе не надо тут бегать. вообще ничего нету, да? А, матка есть вот неплодная. Ну все неплодное, вот сверху ходит, видишь, неплодная маточка. Они только повыходили. Большие для неплодных маток. Видишь, она еще такая. Это что, Карника. И сегодня им 3 дня всего лишь, этим маткам, вот этим всем 3. Раз, два, 3. Вот, в общем, ты не ходишь там, каждую крышку снимаешь и проверяешь. Одну крышку снял, проверил. Если что, где-то уже в конце можешь объединить или добавить пчелы, где надо, это все без проблем делается. На второй тачок мы приехали у Михаила. Вот они так редко стоят. 33 это 120, 100. 140 где-то. Да, там 100. Ну. На расстоянии 3-3,5 метра друг от друга, чтобы они нормально ориентировались. И это все функционирует. Удобная вещь. Миша, можешь раздавать? Удобная вещь в этом деле. Ну вот, скажем, подходим к нуклеусу. И мы уже стоим на уровне, тебе не надо ни нагибаться. Тебе просто поднял крышечку И работай. и 4 маткоместа обслуживает.
не вставая при этом раком и все такое вот. Ну и, скажем, любое место берем. Матка неплодная, только вот вчера мы ее посадили, вот, но она для Ну, неплодной. она крупная матка, да? Ну, для неплодной, да, пойдет. Ну, таким макаром. Ну, уже начинает, вижу, корма немного. Надо их будет немножко подкармливать. Опять-таки подкормка идет элементарно. Открываешь 4 окошечка, из чайничка залил там, кому сколько надо, и все. Ну, как кому сколько надо, там по 50, по 70 грамм обычно все. И таким макаром мы их обслуживаем. Ну, матки все неплодные, видите, карниковские. Мгм. Причем были бакфасты вот у меня здесь, матки. Это F1 все. Теперь я бакфаст продал, посадил карники на них. Потому что трутни у меня все равно от пасеки оттуда идут. F1 трутни, то есть племенные трутни. Ну, в принципе, трутни на F1 неконтролируемые. Они как... Не знаю, у меня твои все перезимовали, что я в том году брал. Ни одна семья в ройку не пошла. Не взлетают, не улетают. Мне надо было залезть. Ну, это еще раз... В 6 утра я лазил в холодную погоду, я без маски, без ничего. И Это они... тебе еще раз я хочу что сказать. Я выращиваю F1, потому что не надо никуда ездить. И что? Хороший материал беру, островные матки или же осемененные беру 5-6 маток, а то и больше, чтобы от них отобрать можно. Потому что одна островная это не гарантия. Если возьмешь уже пару штучек, Ну уже да, будет да, отбор. да. И если вы берете вот эти матки, скажем, от меня F1, которые значительно дешевле, чем островные или племенные, там, вы также можете нормально выводить матки от них. Просто возьмете не одну, возьмете 2-3 матки, чтобы была гарантия, что и от лучшей от них просто берете прививку. В любом случае вы меняете кровь, потому что трутневая база у вас другая. И от этих маток, от F1, отличные матки получаются. У нас в Германии есть такие известные, значит, пчеловоды, или, скажем, исследователи в институтах работают, доктор Либиш и фрау Пиамая, может, знаете, слышали, можно в гугле набрать. Так они вообще, значит, пропагандируют брать материал только от лучших семей, неважно, это F1 или же островные, но и в этом что-то есть. Понимаете? Если вы берете хорошую F1 и трутень меняется, там у вас белорусский или украинский или русский трутень, то отличные. Ну это хорошие получится для медосбора. Да, конечно. и для медосбора получаются отличные матки. Ну, в принципе, вот так вот работаем. Важно, вот если покажи, вот такая зона, вот хорошо ставить пчелы, облетники, вернее, нуклеусы, чтобы ветра не было. Вот тут все кругом, значит, покрыто. Ну да, здесь Значит, такой квадратик вроде небольшой. Да, такая яма, так сказать. И результат отличный. Матки практически не пропадают. Что поселил, то и вернулось. И этого расстояния 2,5-3 метра вполне достаточно для ориентировки. Хотя 4 стороны они ориентируются и вот так вот. И, скажем, на этом квадратике у меня 140 маткомест. Ну что тут там, 20 на 10 или там 30 на 10, да? То есть и много места как не надо, да? И тебе не надо удобно работать. Не, вот это красивое место тут так. И солнце не палит, наверное. И... Да, да, тенечек хороший, нормально, летом. Я 23-й. А корм канди? Нет, сироп дают. Раздаем моточники вот таким макаром. Значит, я просто вот беру моточник по журналу. Вот такие моточники. Значит, журналчик 24 нуклеус. Вот он. Еще раз, чтобы не туда не ушло все. Раз, два, три. Кстати, я завел себе такую тетрадочку, я разобрался, очень удобно.
Я же себе тоже таких сделал. Ну вот таким макаром. А вот сюда матку когда забрали? Сегодня. Сегодня. И сразу после подкармливания. Мгм. Ну это ж сегодня не сейчас, это ж... Да, 2 часа, 3 часа. Ну, И ты их не ставишь в эти, в колпачки, чтобы... Какие колпачки? Зачем? Ну я имею в виду, чтобы с боков не разгрызали. Ну в пластиковые эти. Вот таким макаром. Но это завтра уже с этих маточников должны выйти Ну да. матки, да? То есть сегодня 11 от прививки, да, получили, или 10? Тут уже ослабла маткомест, ну еще одна матка пойдет. Еще одна матка И выйдет, сколько вот. маток получается с маткоместа, с одного за сезон? Ну, если с начала мая, значит, в конце апреля, начало мая заселить, то до августа месяца 4-5. Значит, такая семья, тут я уже продавал ее 2 раза, а вот еще 3-й раз продам. Значит, возьму 5 рамочек, такие самые темные, чтобы их потом не отбраковывать в зиму, я их продам лучше. Расплодик нормальный. Сейчас найдем маточку. Ну вот, пчелки абсолютно мирные. Абсолютно Ну да, вот карника, спокуха, все. нету вот этих взлетов с рамок. можно довести кальника, любую можно довести. Еще не обрабатывать нужно. Черные рамки будут. Болезни. Это все засеяно. Вот все в засеве. 3 рамочки будут расплодны. То есть Мании, у вас в общем. тоже засев идет, как вот... Как? Да, расплод, конечно. Засев это расплод. У нас надо, чтобы печатка была, понял? Ну, Чтобы 3 рамки ну, именно это печатные. знаешь, в основном покупают начинающие, которые еще немного в этом опыта имеют. Я нормальные семьи отдаю 2 печатки и 1 такую, 2 кроющие. 2 печатки и 1 открытый расплод. Вот матку пропустили где-то. Вот где она? Там где открытый расплод может. Ну сейчас мы еще раз просмотрим. Что-то я быстренько так прошел. Меченая? Я не знаю теперь даже, думаю, что нет. Я маточник сюда давал. Маточник я давал. Поэтому матка, скорее всего, не меченая. Мы ее сейчас пометим. Наверное, она уже в ящике, я так думаю. А ну-ка, у кого нюх самый лучший на маток? Пока что я здесь ее не видел. Можно А мне вот она, посмотреть? вот маточка. Вот маточка. Оп. Видим. Мы ее простенько расцепляем. Послование, пожалуйста, Ранешка. Куда? В ящик. Ну как мы метим матки? Значит, берем маточку левой рукой. Правую берем и левой рукой берем, чтобы ножки вниз уходили, чтобы не сломать ножку. Обрезаем крыло, если по надобности. Или метим. Метим или карандашом, или... Ну, на данном случае просто надо мне быстренько, поэтому я мечу ее просто карандашиком. Вот такую меточку и ставим. Даем полминуты высыхать. Чтобы она подсохла, чтобы ее сразу не сгрызали. Вот такая маточка. Она лететь как не может, она тяжелая. Ну, не то чтобы совсем крупная, но нормальная матка. Расплод хороший. Типичная карника. Вот такая вот. Кидаем ее в ящик, мы ее сегодня продадим. А на это место Хорошие мы руки. поставим. На это место мы хорошие руки, да, немка придет. А на это место мы поставим моточник на выходе, которые у нас тоже имеются. Тут даже нечего
столько пчелы, слушай, много, что даже много. Ну вот видите, немножко... Ну то есть ты в основном как бы вот с карника работаешь и ты не одеваешь маску, да? Не, маску мы не одеваем. Я даже не знаю, есть ли она у меня. Маску мы не одеваем. Одну кроющую поставим рамочку с медом. Сухая печатка в карнике. Абсолютно спокойная пчела. Вот эти в Германии цены, если кого интересует. Вот в эту пору 5 таких рамочек 65 евро. А пчела мирная абсолютно. Ты ее берешь, пчелочку, на руки без проблем.